Мы снова в старом городе Иерусалима. Сегодня я хочу показать вам одно из самых загадочных мест. Долгое время критики Нового Завета утверждали, что Евангелие от Иоанна – это не исторический документ, а просто сборник красивых притч и религиозных аллегорий. Главным козырем в руках скептиков было одно конкретное место в Иерусалиме – купальня Вифезда. Иоанн в своих писаниях утверждал, что у этого водоема было ровно 5 крытых ходов. Но в древней Иудее не существовало пятиугольных зданий. Ученые заявляли, Библия ошибается, а 5 ходов – это лишь символ 5 книг Моисея, придуманный автором для красоты. Лишь археологические раскопки позволили по-новому взглянуть на этот текст. Чтобы понять масштаб открытия, перенесемся на 2000 лет назад. Древний Иерусалим. Прямо у овечьих ворот, через которые в город вели жертвенных животных, располагался огромный комплекс. По-арамейски его называли Бейт-Хизда, что переводится как «дом милосердия». Но на милосердное место это походило меньше всего. Представьте себе крытые галереи, в которых сутками лежали сотни тяжело больных людей, слепые, хромые, парализованные. Это была атмосфера боли, отчаяния и безумной надежды. Считалось, что время от времени ангел Господень сходит в купальню и возмущает воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. В этой толпе обреченных лежал человек. Он был парализован 38 лет. У него просто не было шансов, пока однажды мимо не прошел Иисус. Подойдя к больному, Христос говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Тот отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Сегодня невозможно увидеть Вифезду такой, какой ее видели жители древнего Иерусалима. За прошедшие века город многократно разрушался и строился заново. После разрушения Иерусалима римлянами территория изменилась. Здесь появился языческий лечебный комплекс, связанный с культом бога врачевания Асклепия. Позднее византийские христиане возвели над древними бассейнами церковь. И вот в конце XIX века немецкий архитектор и исследователь Конрад Шик, проводя раскопки в мусульманском квартале, обнаружил под землей массивные древние конструкции. Последующие раскопки показали, что это и была та самая Вифезда. Оказалось, евангелист Иоанн описал это место с удивительной точностью. Вифезда не была пятиугольным сооружением. Это был огромный прямоугольный комплекс, который состоял из 2 гигантских смежных бассейнов, разделенных широкой каменной перегородкой, настоящей дамбой. Но как быть с главным феноменом этой истории, с ангелом и внезапно бурлящей водой? Исследователи предполагают, что 2 бассейна Вифезды выполняли совершенно разные функции. Северный бассейн служил резервуаром для чистой воды, а южный бассейн
имел широкие каменные ступени и использовался как огромная общественная мигма. Возможно, периодическое поступление воды из одного бассейна в другой вызывало движение и бурление на поверхности, которые древние жители Иерусалима воспринимали как особое знамение. Древние люди искренне верили, что это сверхъестественное прикосновение небесных сил. Но самое любопытное, что вода, поступавшая сюда из подземных источников, действительно могла содержать минеральные соли и обладать лечебными свойствами. И если движение воды можно было объяснить законами природы, то историю человека, который после 38 лет болезни поднялся и пошел, верующие связывают прежде всего с силой веры и доверием Богу. В этом и заключается главный смысл евангельского рассказа. Исцеление приходит не от воды, а от веры. Сегодня, спускаясь к руинам Вифезды, мы словно перелистываем страницы истории Иерусалима. Стоя здесь, трудно представить, что когда-то это место было наполнено голосами людей, пришедших сюда в поисках исцеления. Внизу сохранились следы разных эпох: римские постройки, византийские сооружения, остатки более поздних храмов и древние камни самих бассейнов. Трудно сказать, что именно чувствовали люди, приходившие сюда 2000 лет назад в надежде на чудо. Но и сегодня это место сохраняет особую атмосферу. Вифезда напоминает о том, что история Иерусалима скрыта не только на его улицах, но и глубоко под ними. И порой археологические открытия помогают увидеть древние тексты совсем иначе, чем их представляли многие поколения исследователей.